Всем привет! Сегодня с вами мы свяжем большого кролика. Вязать я буду из плюшевой пряжи. Сколько нужно будет пряжи, расскажу вам дальше. Для этого зайца я взяла вот такую пряжу плюшевую Ярнард. Значит, в нем в 100 граммах 170 метров. Вот такой вот толщины будет у меня пряжа. И я думаю, что у меня этой пряжи не хватит. У меня всего лишь 3 мотка. Поэтому я добавлять буду еще такой цвет. Использовать буду в виде кофточки. У меня она потолще, эта пряжа. Поэтому немножко будет верхняя часть у меня побольше. Вот, но я не советую вам использовать разные толщины. У меня просто нечем заменить. Вот. И еще использую такой вот мятный оттенок. Такой же пряжа, она тоже толстая такая. Для декора. Внизу буду делать кофточку, окантовочку. И может быть вверху. Там уже по ходу вязания я уже посмотрю. Вот. Поэтому мне придется использовать еще вот этот вот моток. Значит, если вы собираетесь вязать, будете собираться вязать зайца, то возьмите 4 мотка. Вот. И у вас должно быть размером, сейчас скажу, сколько у меня. Значит, 170 метров на 100 грамм, 4 мотка мне понадобится для того, чтобы связать этого зайца. Но у меня всего лишь 3 мотка, поэтому я беру потолще. Здесь немножко меньше. Посмотрим, сколько у меня уйдет. Я думаю, не весь моток уйдет. Останется немножечко. Вот. Поэтому имейте в виду, заяц большой, поэтому наберитесь побольше пряжи. Далее крючок будет у меня для пряжи этой всей 4, номер 4. Как бы для вот этой вот толстой пряжи нужен крючок побольше, но я буду вязать именно этим крючком, чтобы и так у меня будет расширяться из-за толстого мотка, из-за толстой пряжи. Поэтому, соответственно, крючок я не буду брать больше. Дальше. Глазки. Глазки нам понадобится 15 миллиметров. Такие вот глазки на безопасном креплении, но я использовать не буду безопасное крепление, так как неудобно будет мне подходить, прикреплять. Здесь будем вязать немножечко по-другому, поэтому, как вязать по-другому? В плане того, что глазки я уже буду вставлять после того, как набью голову и как пришью мордочку, поэтому уже подход будет мне неудобен. Можно, конечно, там вынять синтепон, как бы это по вашему усмотрению. Вынять синтепон, вставить глазки и обратно заткнуть. Положить синтепон. Но я буду их приклеивать вот на такой клей. Вот, поэтому я просто клеем обмажу и вставлю. Просто-напросто, и все. Что еще, значит, понадобится мне для этого зайца? Вот такая вот пряжа хлопковая. Это для носика. Я выбрала такую вот пряжу. Названия тоже у меня нет. Как я и говорила, у меня остатки ниток без бумажек. Вот. Далее для носика мне понадобится еще один цвет. Для носика, для оформления рта. Либо этот, либо этот. Я уже по ходу вязания посмотрю, чтобы не затерялся цвет. Либо тот, либо тот. Потом еще немного ниточки нам нужно черной для бровей. Это уже для век и ресниц, вернее, это для вашего желания. Если хотите, используйте ниточку, делайте веки и реснички. Это по желанию. Можно и их не делать. Вот, в принципе, и синтепон, соответственно. Вот у меня, как обычно, такой вот синтепон. И дальше еще, так как у меня пряжа плюшевая, то я буду, скорее всего, связывать, вернее, сшивать детальки ниточкой. Поэтому я возьму, опять же, хлопковую нить. Прошу прощения. Хлопковую нить в 2 сложения буду пришивать все детальки, которые нужно пришивать. Вот. А если вы
захотите вязать не из плюшевой пряжи этого зайца, а брать обычную пряжу, какая у вас есть, то, соответственно, будете эту пряжу оставлять, кончик для пришивания, и уже пришивать. Вот. А мне просто неудобно. Скорее всего, я буду пришивать вот так. Потому что пряжа это имеет свойство, когда ее несколько раз пропускаешь, она имеет свойство рассыпаться, поэтому неудобно ею пришивать. Вот, в принципе, и все. Все, что мне нужно, будет для этого зайца. В конце вязания посмотрим, как будет выглядеть заяц, так как я буду вязать его. Он у меня единственный будет в экземпляре. Мне нечего вам показать в начале. Вот. И еще вот такой вот декор у нас будет с сегодняшнего дня сидеть. Такой попугайчик. Итак, набираем цепочку из 2 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. Набрали. И будем вязать с вами круг. Круг, который у нас будет состоять из 8 рядов. Продолжаем вязать. Следующий ряд у нас будет столбики прибавка. Вернее, все прибавки подряд. Это второй ряд. Третий ряд у нас будет столбики прибавка. Затем 2 столбика. И так доходим до 8 ряда, в котором у нас 6 столбиков и прибавка. И в ряду будет 48 столбиков. Довязываем самостоятельно круг. В этом ничего сложного нет. Я не буду просто на это тратить ваше время. Думаю, вы с этим справитесь. Вяжем круг до 8 ряда. Так, вот такой вот круг получается. Значит, 8 рядов. В 8 ряду 6 столбиков и прибавка. В ряду 48 столбиков. Теперь с 9 по 14 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков. Вот, провязали 14 рядов. С 9 по 14 без изменений. Далее у нас 15 ряд. Продолжаем делать прибавки. 15 ряд, 7 столбиков и прибавка. Повторяем это по кругу до конца ряда. Дальше следующий у нас будет ряд 16, 8 столбиков и прибавка. Затем 17, 9 столбиков и прибавка. И 18, 10 столбиков и прибавка. Провязываем эти ряды. Вот что у нас получается на этом этапе. Теперь с 19 по 25 ряд мы провяжем без изменений 72 столбика, которые у нас получились в 18 ряду. Далее теперь будем делать убавки. Начиная с 26 ряда. 26 ряд, 10 столбиков и убавка. Повторим это 6 раз. В ряду у нас останется 66 столбиков. Я не буду делать убавки на камеру, потому что это тоже, как обычно, мы делаем убавки. В общем, значит, 26 ряд 10 столбиков и убавка. 27 ряд 9 столбиков и убавка. 28 ряд 8 столбиков и убавка. И так делайте убавки до 33 ряда. В 33 ряду у нас будет 3 столбика и убавка, где в ряду у нас останется 24 столбика. Делайте убавки самостоятельно. Встретимся в 33 ряду. Так, вот что у нас должно получиться. Набиваем плотно голову. После последней убавки делаем соединительный столбик. У нас в последнем ряду остается 24 столбика. Делаем соединительный столбик и отрезаем нить для сшивания. Если у вас ниточка такая, тоже вы делаете из плюшевой пряжи, ее, конечно, неудобно сшивать, но постараться можно.
Если не получится, можно сшить обычной ниткой под цвет. Обычную пряжу взять и под цвет сшить, если будет сложно этой пряжей сшивать. Вот отрезаем побольше и вытягиваем аккуратненько. Вот так вот стягиваем, наш маркер вынимаем. Так, далее будем продолжать работать с головой. Пока ее откладываем в сторону, будем мордочку вязать. Набираем цепочку из 12 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка, мы вяжем столбики без накида. 10 столбиков. В последнюю петелечку провязываем 3 столбика. С противоположной стороны вяжем 9 столбиков без накида. И в последнюю делаем прибавку. И в итоге у нас по кругу должно получиться 24 столбика. Это у нас первый ряд. Берем маркер и вяжем дальше. Второй ряд. Начнем с прибавки. Будем вязать прибавка и 3 столбика. Прибавка. 1, 2, 3. И такую комбинацию повторим 6 раз по кругу. И во втором ряду у нас 30 столбиков. Прибавка и 3 столбика. Третий ряд. Прибавка и 4 столбика. Также повторяем 6 раз. И в третьем ряду у нас 36 столбиков. Прибавка и 4 столбика. Вот, теперь с 4 по 6 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков. Вот такая вот мордочка получается у нас. Убираем наш маркер. Делаем соединительный столбик. Я отрежу ниточку, буду пришивать обычной ниткой, обычной пряжей, потому что неудобно. Эта пряжа будет пришиваться, она будет, пока ее будешь шить ею, эти ниточки все будут сдвигаться. Вот, набиваем здесь синтепон, добавляем и будем прикладывать. Наметим, где у нас будет, и пришьем сразу. Вот я наметила мордочку, значит, расположила я, если отсчитывать снизу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, между 6 и 7 рядом. В верхней части у меня получилось, значит, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот эта часть между 13 и 14 рядом, а дальше уже как здесь легло. И берем ниточку и пришиваем. Я взяла белую пряжу хлопковую, такую тоненькую. Буду ею пришивать. Значит, буду пришивать я за обе, так как эта пряжа тоненькая, ну, как сказать, мягкая. Если я буду ее пришивать только за верхние полупетли, она растянется. Поэтому я буду пришивать за обе. Сейчас я здесь сделаю узелок. Вот. И
мешает. За обе стеночки петли, снизу вверх, либо сверху вниз, как вам удобно, за каждую петелечку, за каждый столбик мы будем пришивать. Я думаю, белая ниточка не будет заметно, поэтому я взяла белую. Она прячется в этой шерстке. Вот так вот. Пришиваем по кругу. Наполняйте, если сразу не наполнили, перед тем, как начинать пришивать, наполните синтепоном и пришивайте. Вот, пришили мы мордочку. Так, пока мы отложим, потом дальше будем формировать ее, свяжем. Давайте сейчас ушки. Значит, опять же я набираю 2 воздушные петли и во вторую провязываем 6 столбиков. Если у вас обычная пряжа, то в кольцо набираете 6 столбиков. Далее второй ряд провяжем столбик и прибавка 3 раза. В ряду у нас получится 9 столбиков. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Вот у меня первый столбик, прибавка. Это 1 раз, столбик, прибавка, второй, столбик и прибавка, третий. Дальше я уже возьму маркер. Вот. И продолжаем делать так прибавки. У нас будет по 3 повтора в каждой прибавке. В каждом ряду, где у нас будут прибавки. Значит, третий ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. В ряду получится 12 столбиков. 2 столбика и прибавка. Четвертый ряд 3 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. И в ряду у нас 15 столбиков. Пятый ряд 4 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. И в ряду у нас 18 столбиков. 3, 4 и прибавка. Далее шестой ряд 5 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. Итак, давайте сами будем вязать. Хорошо. Значит, 5 столбиков и прибавка 6 ряд, 7 столбиков, 6 столбиков и прибавка 7 ряд, 7 столбиков и прибавка 8 ряд, 8 столбиков и прибавка 9 ряд, 9 столбиков и прибавка 10 ряд и 10 столбиков и прибавка 11 ряд. В каждом ряду прибавки повторяем 3 раза. И в 11 ряду у нас должно получиться 36 столбиков. Провяжите, пожалуйста, это самостоятельно. Дальше будем вязать с вами вместе. Вот, провязали 11 рядов. Далее с 12 по 25 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков. С 12 по 25 ряд. Далее 26 ряд. 10 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. И убавка.
Повторяем 3 раза. В ряду остается у нас 33 столбика. Следующий ряд 27 вяжем без изменений 33 столбика. 28 ряд 9 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. В ряду останется 30 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29 ряд мы вяжем без изменений 30 столбиков. 30 ряд 8 столбиков и убавка. 3 раза повторяем. И в ряду у нас останется 27 столбиков. 31 ряд вяжем без изменений 27 столбиков. 32 ряд 7 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. В ряду остается 24 столбика. Следующий ряд у нас 33. Вяжем без изменений 24 столбика. 34 ряд 6 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. В ряду у нас остается 21 столбик. И последний у нас ряд 35 вяжем без изменений 21 столбик. Все, закончили вязать, забираем маркер, делаем соединительный столбик в следующий столбик и отрезаем ниточку, потому что эта ниточка неудобная. Дальше будем работать с другой ниткой, которой и будем в дальнейшем пришивать это ушко. Значит, что мы делаем? Я возьму эту ниточку, тоже что и пришивала мордочку. Значит, складываем ушко пополам. Я его здесь, эту ниточку, сейчас зафиксирую внутри где-нибудь. Вот. Значит, складываем пополам ушко. И пришивать будем, сшивать вернее, ушко будем именно вот по верху. Ну, будем идти вверх, не здесь будем сшивать, а именно вот здесь. Где-то рядов 3 сошьем вместе. Так вот. Вот раз, два, три ряда, да? Вот эти 3 ряда вместе мы сшили. И вот такое вот ушко у нас должно получиться. Вяжем второе ушко аналогично этому. Ниточку, соответственно, мы выведем вот сюда, где будем и пришивать к голове. Вяжем второе ухо аналогично и откладываем пока наши ушки в сторону. Берем голову нашу и будем оформлять мордочку, вышивать носик. Я взяла пряжу красного цвета, буду делать красный носик. Вот, в 2 сложения. Ну, такая вот тоненькая, ну, не совсем тонкая пряжа. Вот.
Сейчас определимся, какой ширины у нас будет нос. Итак, вот я наметила, значит, у меня носик будет располагаться посерединке. Такой треугольник. Значит, между ними 7 столбиков. Вот выберите серединку, определите так серединочку и разместите посерединке. Вот. И нижняя часть у меня будет, вот у нас воздушные петли и ряд над воздушными петлями посередине между этими иголочками. Я наметила серединку. Теперь будем вышивать. Итак, сделала я узелочек на конце, чтобы ниточка там застряла, когда мы ее ведем, чтобы она там держалась. И ввожу отсюда выведу отсюда, значит, самый верхний ряд, где мы пришивали. Чтобы у меня там осталась ниточка. Вот так вот. И сюда обратно. Вывожу сюда, к этой иголочке. Иголочки заберу, они мне уже не нужны. И, в общем, вот так вот будем вышивать наш носик, чтобы он был хорошо прошит, чтобы не просвечивалась пряжа. Такой достаточно будет слегка такой выпуклый носик, не сильно, чтобы он прям выпирал, но достаточной густоты, чтобы не было просветов. Ну, в общем, таким вот образом я вышью носик и покажу, какой у меня получится. Вот, значит, смотрите, вот такой вот нос получается. Где-то там можно подправить. Дальше берем коричневый такой цвет для окантовки. Я его уже там зафиксировала. Выводим сверху. Затем вводим сюда, с этого краю. И выводим сюда внизу, посерединочке. И вот так вот, благодаря вот таким вот колечкам, мы сразу две стороны окантовали. Я вот здесь подцепила, тут немножечко ниточка торчит, сейчас я ее спрячу. Дальше спускаем вниз бороздочку. Значит, где она у нас будет располагаться, докуда? Вот у нас центральная, да, где воздушные петли. Вот от нее отсчитываем. Вот эту полосочку видим, да, центральная. Значит, раз, два, три. 3 ряда. И вводим сюда иголочку. И выводим. Главное, чтобы она у нас посерединочке расположилась. Вот. Выводим. Вот раз, два, 3 столбика. И аж вот здесь выводим, где мы пришивали мордочку. И стягиваем немножечко, делаем такую утяжечку слегка. Она у нас за счет вывязанного, у нас вот эти вот торчат мордочки. Вот,
но все равно чуть-чуть серединочку утягиваем. Дальше возвращаем обратно. И точно так же. Раз, два, три. И выводим внизу. Дальше опять вводим сюда. И убираем ее вниз. Все поправляем. Наш носик, если где-то что-то. Вот такой вот ротик должен получиться. Здесь, правда, плохо видно. Я взяла светлую. Наверное, я возьму сейчас немножечко потемнее ниточку и исправлю. Вот. Делайте такой вот ротик. Дальше будем вставлять глазки. Я поменяла на более темный цвет. Такое вот должно получиться. Здесь мы не выравниваем. Ну, если хотите, можете выровнять. Но я не выравниваю. Здесь чуть-чуть мне просвечивается, я потом расправлю. Значит, глаза размещаем как? Отсчитываем от серединки. Начиная считать саму серединочку. 14 рядов. Раз, два, три. 14. Вот. Между 14 и 15 рядом у нас будут располагаться глаза. Между глазами 12 столбиков. На глаз просто найдите серединку, вот исходя от мордочки, да, и расположите глазки, чтобы между ними было 12 столбиков. Вот. Сейчас мы сначала, перед тем, как будем вставлять глаза, сделаем утяжку. Берем ниточку, которой будем делать утяжку, чтобы она там не совсем как бы видно будет, но она, глаза наши спрячут, если что, ниточку. Если вдруг она будет видно, не страшно, но постарайтесь под цвет подобрать. Я взяла белый цвет, она там пушистая пряжа, затеряется. Значит, буду вводить иголку так, я сделала узелок, чтобы в синтепоне узелок задержался. Вот, выводим иголочку в первый наш маркер. Далее обхватываем столбик. Сейчас, одну минуточку. Так, я передумала так вставлять. У меня же будет утяжка, просто вылезет. Мне надо будет сильно утягивать. Поэтому мы делаем так. Берем вот так вот столбик. Вот вводим иголочку сюда, откуда у нас, где у нас расположен маркер наш. И обхватываем столбик. И просто вот так, как мы сделали узелок, так вот фиксируем узелочек наш. Мы его можем спрятать потом. Вот. Дальше выводим сюда же. Выводим к следующему маркеру. Вот. И начинаем стягивать. Начинаем стягивать. И контролируем утяжку. Насколько вам будет достаточно, вот, настолько и оставляете. Вот, соответственно, здесь точно так же мы обхватываем столбик и выведем сюда. Вот, вот таким вот будут выглядеть наши глаза после утяжки. Выводим сюда. Можем еще раз вывести обратно сюда и здесь зафиксировать, а потом спрятать ниточку. Более надежнее будет у нас держаться наши утяжки. Глазки на месте. Теперь будем пришивать ушки. Ушки тоже располагаем наверх. Единственный минус этой пряжи, она мягкая. Ушки не будут так стоять, как мне надо. Вот, поэтому, если у вас обычная пряжа, то хорошо. Вот, а эти мне будут падать. Ну ничего. Значит, располагаем тоже вот примерно вот в таком положении.
посерединке. Приживаться будут у нас на третьем и четвертом ряду. Вот так вот посерединке круга нашего, да? Вот пришиваем. Вот так вот у меня ушки падают. А должны стоять вот так вот. Ну, пряжа такая мягкая. Ну ничего. И так тоже пойдет, да, я думаю. Все, значит, мы голову оформили. Пока откладываем ее в сторону. По желанию можно вышить еще и такие вот наподобие века с ресничками. Вот вывожу сюда. Просто смотрите, как я делаю. И по тому, как я делаю, думаю, вы будете сами вышивать. Сейчас поближе. Вот, теперь сюда. Неправильно немножечко. Смотрю на тот глаз и не то делаю. Так, значит, мне же надо еще. Надо мне вернуться вот сюда, чтобы прошить не прошитое. Так вот немножечко это сюда стену чуть-чуть приподнимается. Так, и смотрим здесь, где я. Примерно хотя бы получилось одинаково. Ну и все. И это последний у нас. Выводим вниз и фиксируем внизу, как и все остальные ниточки. Не просто отрезаю, а здесь просто я зафиксирую внизу чуть-чуть в этот плотненько, чтобы не вылезли ниточки туда. Так вот. Ну и все. Потом отрежем ниточку. В принципе, и все. Голову мы оформили. Больше нам тут
делать ничего не надо. Единственное, что если хотите, если у вас есть пластиковые ниточки, вот, лесочки, да, вы можете лесочки вставить сюда, сделать усики по желанию. Вот, все. Дальше вяжем. Будем вязать верхние лапки.